Ну, красота. Лошади. Это видео из приятного денечка осени 2025 года. Ну и ну. Мы оказались в очень интересной локации. Думаю, эти кадры говорят сами за себя. Это советский ресторан «Русь». 2 пива, пожалуйста. Вернее, одно из зданий в этом комплексе. Слушай, телефон, Хорош. кассетой. Что это? Арик Борис. Саддам Хусейн какой-то. Это чувак, который, по-моему, Черкизон держал. Нет, не держал Черкизон и не Саддам Хусейн тоже. Дверь, все. Ладно. Ну, комнату хорошо, вы тоже можете. А дверь-то не откроется? Открывай. Во. На улице теплее, конечно. Лошади. Что там делаешь? Ну, пошел отсюда. Тут вообще огромное пространство. О, кабинет Тосика. Сидит Тосик в голове, надо фоточку делать, а мы сегодня на собрании. Угон автомобилей. Кражи. 24-й год. Об инсценировке. Вот МВД России, да. Настоящая? Петров. Надо загуглить его. 17-го года. По факту отношения формальных документов. Смотри, сколько видаков. Да, айтемов оказалось тут немало. А тут какой-то бассейн, что ли? Как будто тут уже такая. Если там бассейн, это будет лютый топ. По-любому бассейн должен быть 100%. Нет, это, наверное, слушай, это, наверное, какая-то кухня, потому что там лифт. Раскатали губу. Что за крики? Ой, запильник. Ух ты. Я выбрал такую немножко странную локацию на баре. Все разбежались по самым интересным, простым стенкам, а мне захотелось чего-то необычного. Сфотографировать потом, конечно, было очень трудно этот кусок. Рисовал я без скетча. Я тогда пришел к таким вот скругленным формам, к волнообразным линиям и скругленным углам на элементах. Я решил работать от темного к светлому. После разметки сразу взял самый темный кен и начал заливать фоны. Было очень весело тогда вообще в целом. Хотелось очень много где нарисовать. Хотелось нарисовать круто, хотелось потусоваться. И я рисовал, пока у меня были силы. Спасибо, кстати, большое Прыту за этот бит на фоне. Фоны я решил сделать не просто пятнами, еще нарисовать такие контура от кусочков.
Но как только появляется более светлый оттенок, напыляемый на вот эти темные пятна, сразу картинка начинает играть. Он становится интересней. В моменте для моей старой GoPro стало слишком темно. Контурить мне пришлось с налобным фонарем. Довольно интересная технология, когда у тебя на лбу GoPro и там же еще и фонарь. Кстати, я по финальному результату видел, что я в одном месте забыл закрасить объемы или тени, не знаю, как это правильно назвать в данном случае. Если заметите в какой-то букве, пишите в комментах. Контурю со своего одного из самых любимых кэпов, это Needle Cap фиолетовый, который выдает тонкую линию, но сильно пылит в разные стороны. Если ты держишь в одном месте его, то, конечно, ты получишь подтек. Поэтому действовать надо быстро, думать надо быстро, анализировать надо быстро, куда у тебя рука пойдет. В противном случае тебя ждет провал. Я немножко пожалел то, что залез на потолок, потому что на фотографии это вообще не смотрелось хорошо. Прикольно, что палитра у меня подходит к столешнице, которая была в этом баре. Я решил добавить еще и черные контура, так как заливка получилась довольно контрастной. Ну, в плане, что есть темные пятна, есть очень светлые, не везде белый контур будет смотреться хорошо. Я добавил черные элементы, ну, в смысле черные контура. По-моему, самое время рассказать про этот ресторан поподробнее. Потому что место действительно очень интересное. Чего тут только не было. И перестрелки с участием блатных. Исходники тех же самых блатных. Вот архивная запись одного из них. Ознакомьтесь, это конкуренты, блядь, наши. Ресторан Москвы. Это 2005 год, вы понимаете? А они наши конкуренты до сих пор. Пожалуйста, что он здесь делал? Где был Александр Гоек? Пока это тусатый. Вообще, ресторан «Русь» — это был один из немногих, который в советское время работал до 2 часов ночи. Вот и мой кусок. Это первый кусок, нарисованный там в этот день. Следующий кусок. Я на самом деле не хотел делать его. Ну, не то чтобы не хотел.
Мне предложили, и я согласился. Не смог отказать. Мне предложил Алексей Копье, чтобы я разметил за 2 команды, за одну из своих команд и за его команду. И мы общий рисунок нарисовали с общей краски. Поподробнее расскажу историю про перестрелку. Информацию эту мне удалось найти на Яндекс.Дзене, поэтому, возможно, она не совсем достоверна. Если верить источнику, то когда-то в 70-е годы район Салтыковка, где находится этот ресторан, был прям элитарным таким подмосковным районом, ближайшем Подмосковье, в котором все было хорошо, очень приятно, люди проводили время, не было никаких инцидентов. И в один из вечеров группа людей из Грузии, отдыхающих в этом ресторане, повздорила с местными ребятами московскими из-за того, что слишком часто они заказывали свою музыку у живых музыкантов, которые в то время работали в ресторане. Местные это возбудило, что музыка только грузинская играет. Они повздорили, в какой-то момент завязалась драка. Местные ребята достали пистолет, один из них выстрелил, кого-то ранили, кого именно история умалчивает. Но суть этой истории такова, то что полиция, в то время милиция очень быстро прибыла на место и задержала всех, кто там был. Задержали за мелкое хулиганство. Но у одного человека были с собой поддельные документы удостоверения личности, в частности, водительские права. И этого человека задержали и посадили в Бутырскую тюрьму, где он в дальнейшем был коронован под псевдонимом таким, ну, под погремухой, или как это сказать, под прозвищем, под погонялом, не знаю, как правильно сказать, Япончик. Вот такая вот история из интернета. Тем временем заливка уже несется полным ходом. Было бы логично залить все хромом, но оказался такой вот случай нестандартный, когда хрома не хватило на всю заливку, и пришлось миксовать хром с цветом. Хром очень круто смотрится на такой поверхности, в плане вот где вот эти вот выпуклости, штукатурка вот эта вот под камень, там это смотрится супер. Телеграф Кэп в деле. Вот и цвета пошли в ход.
Рисование по стеклу это, конечно, вообще тот еще кайф. Сомнительный в смысле. Так как это полностью гладкая поверхность, краской не за что зацепиться, и поэтому первый слой, как ни крути, очень не очень. Первый слой должен быть припыльный, чтобы маленькие частички краски сцепились со стеной, чуть-чуть подсохли, и следующий слой уже налипнет на них и будет лучше держаться, и лучше ляжет сама краска. На дереве тоже краска, как видите, не очень хорошо ложится. Самое забавное, что Леха мне предложил сделать этот кусок на двоих за 2 команды и пропал куда-то больше, чем на час. Я думал, сейчас размечу, он подъедет. И подъехал. Я начал заливать. Посмотрим, когда он появится. Это я страдаю из-за того, что приходится тянуться. Те буквы, которые были залиты хромом, на которых хрома не хватило, я решил разбавить салатовым. Сбоку ко мне присоседились. Добавляю всяких графичных элементов. Но вот эти какие-то уже от лукавого пошли. Володя. Володя, я ж на ночь поставлю это, весь свой рисунок ушел. Ну, интереснее фотография будет. Тут надо было это или сказать, что будешь красить, заставили бы это окна назад. Да ладно, тогда же интереснее получится. Это интереснее, они туда открываются, у меня ночью придут, толканут и будут там люди. А что они там будут делать? Я что-то не понял. О, знаешь, сколько тут желающих попасть в это здание? Ну, как вы могли догадаться, окна вставляются внутрь, и части моего рисунка за этими окнами потом потеряются. Какая тюрьма будет у них.
На контуре Pocket Cap, он же Bolton стандарт. Очень крутой. Всегда довольная. Мгм. Я вот когда рядом с ней, короче, идет, она не удашила вот так вот, как этому. Со мной. Все, идем. Бодигуард. Вот типа такого, да. Ну, прям здоровый, чувачок. Это Лех приехал. Вова, М, вот эти, что с этим делать раньше? Этим бы. Там дальше разберемся. Особо мозг не Если появился Леха, начинается болтовня. Нельзя? Да. Вон там уже понеслись разговоры фоновые. Я с тобой, мне кажется, даже не рисовал. Решил на разных буквах разный контур сделать. Да, года два, наверное. Тут такой темно-фиолетовый. Это гарнет, скорее всего. На самом деле, тот, кто француз. От Артема. А ты ж мозги- На других буквах черный. Один из проектов от Логана. Вот то, что на Логане стоит, короче, что-то такое. Ну, я вот ни разу еще не потерял. Да, да, видишь, там, 12 года. Да ладно, да? Ну, никакая, ну вот так, то есть, ну, какая, ну, Логан. Вот, кстати, относительно этого кэпа. Видите, я веду линию, и у нас слишком большой перепад. В смысле, где вот эта белая часть и где малиновая часть здания. И линии получается везде одной толщины. В этом преимущество этого кэпа. Там это Полина Фейс еще была. Ладно, это было самое лучшее вообще рисование. Там баба, короче, Полина Фейс голову фоткала, такую орнузу, которая с техникой спала. Да я ее знаю. Я ее в Реутове видел как-то. Из метро вышел, она идет мне навстречу. Думаю, что она тут забыла. Да, да, я вот на нем катался, тоже на море съездил. Если был не Болтон стандарт, а какой-нибудь обычный скиник, то на тех участках, где слишком большая перемена глубины на стене, были бы ужасные распылы, это грязь. Тут же все получается относительно четко. Я и с этой делаю, с другой. Ну вот с этой удобно, но на стекло ее лучше не ставить. М. Я говорил, что я рисовал, пока у меня были силы. И вот в этом моменте они начинают меня покидать. Лёх, доделаешь, я что-то прикурил немного. Вот такой результат. Появился желтый секонд, напыление флюрой и теги. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, будет много интересного контента.
У меня еще 600 гигабайт наснято.